Если у художника уже есть мифология про него, сложившаяся, сначала он делает миф, а потом он становится мифом. Я не говорю, что я там какой-то большой миф, как там Зевс. Идея сама. Первое, что меня интересовало, это откуда пошла русская скульптура. Я стал изучать скульптуры Северной Сибири 19-20 веков. Шаман делал огненные доски, копья, блесна. Он был в одно и то же время знахарем, лекарем, предсказателем погоды и лидером, конечно, племени. И мне хотелось быть в обществе, что-то играть подобную роль, не только просто скульптор лепилы, который выражает свои идеи через пластику. Я понимал, что я не могу восстановить тот контекст шаманизма, но я хотел для себя выяснить, почему такой эффект производят работы, сделанные вот шаманом. Они еще были наэлектризованы вот этими моментами камлания. Притом ковка, она передает вот этот вот момент удара и момент энергии. Тут сохраняется все. Даже в литье или там еще в чем-то там пропадает, потому что происходит много обработки. А здесь просто момент удара. Получается спрессованная энергия, когда по железу ударяешь. Это придает силу невероятную. Есть вещи очень специфичные, которые нельзя на другом языке выразить. Для меня вопрос культуры очень важен. То, что у тебя сидит, отложенные веками, спрессованные вот эти вот молекулы, которые ты получил от дедушки, от прадедушки, все это влияло, конечно, и это явилось основой для такой моей внутренней закваски. И у меня хватило ума не отказаться от этого. И на самом деле это самое ценное. Вот скопированное мной письмо моей бабушки Насти. Она была деревенская колдунья, когда я уходил в армию, то есть когда меня забрали в армию, она написала это письмо, и я протаскал, как суеверный человек, его 3 года в армии. Это такой примитивный шаманизм, вот, как я уже потом понимаю, смесь шаманизма с какими-то молитвами. А для меня это служил как оберег. И когда вот я начал там до каких-то вещей докапываться, много вещей я вот постиг через нее. И до какой-то степени, я думаю, мой способ мышления и способ восприятия, то есть та вот деревенская культура, она где-то и во мне отразилась. Вот я так вот это считаю. Михалевский дом тут изображен. Там, это дом, где мы все родились. То есть это моя мама, брат, я. Детство, в общем-то, я там провел. Это был уклад еще 19 века деревни такой русской. Это такое Михалево, это было такое коллективное тело, очень милое. Ну, миф этого Михалева, но личный, я постарался превратить в такой... в русский миф так сделал. Небо в виде бересты и траву в виде меха медвежьего, так как у русских 2 начала. Первое – это женское начало – это береза, а мужское начало – это медведь. Общеобразовательным я был двоечник, а
по, по этим, по предметам искусства у меня было все хорошо, даже отлично. И мне давали стипендию. На него было, можно спокойно мне прожить. Мама была очень довольна. Тяжелые годы были. Отца не было. И она, в общем, на это было подспорье большое. А она меня не хотела отдавать в художественную школу, потому что в ее представлении художники все были пьяницы и эти самые какие-то дебоширы. Ну, в ее представлении. Она была простой человек. И не хотел, чтобы ее сын был таким же вроде. Вот эта школа, она как бы вот давала вот образование, потому что там был такой климат художественный. Собственно, все, что я получил как вот обучение, это в основном из этой школы. Все обучение потом происходило после МСХШ тем, что я сам пробовал разбирать поразившие меня, там, скажем, произведения искусства. Вот так вот. И просто влезать, как бы в эту шкуру, как этот человек, и почему он это сделал, пытался понять. И это вот 69-й, это как бы был момент у меня освобождения от академизма. Такого, когда я закончил Строгановку, где меня научили строить такую фигуру классическую. Ну и, конечно, на меня влияли и Джакометти, и Матисс. Я считаю, что это были последние такие классические скульптора, которые оперировали с классическими понятиями пространство, форма. Был вдохновлен как бы их скульптурами. Это в одном экземпляре отливки такие. Вот там где-то не отлилось, но когда это все в металле, это все очень красиво получается. Видно, как это раскатано. Ну, когда так лепишь, просто схватываешь вот эту вот саму идею. После многих лет обучения сложилось впечатление, что художникам нельзя научить. Можно научить ремеслу, какому-то такому вот, там, как ставить фигуру, там все, как рисовать, там все. Но научить нельзя. Художник – это совершенно человек с какими-то комплексами, которыми ему надо осуществить эти комплексы для себя. Вот так вот. И все думают, что как бы можно что-то там вот это придумать или как бы заранее определить. Когда я начинаю работу, я не знаю, чем я ее закончу, как она закончится. Происходит изменение, вот происходит разговор вот твой с определенной ситуацией. Сделал вот перевернутый соприматим, а на нем табуретка. Это как бы победа над супрематизмом такой вот реальности табуреточной. Сделал я это так, как я всегда делаю, такое дерево плохо обработанное. Я просто считаю, что дерево очень русский материал. И вся Россия, если смотреть свысока, то это просто плохо обработанное дерево. Вот как бы я характеризовал Россию. Вот. Россия – это не страна концептуализма, а страна красивых, неоконченных идей. И плохо сделанных, полуосуществленных, а не концептуализма. Быть нереализованным для художника, это как бы наблюдать, как ты просто умираешь, и ничего не сделав. Художник каждый решает вот эту проблему. А когда я уезжал, там не было возможности, во-первых, выставлять те вещи, которые ты производишь. Сейчас это возможно. Во-вторых, их производить и продавать. Сейчас, появились какие-то коллекционеры, и очень малочисленные это все. Но можно все-таки как-то. А раньше этого не было. Вот и все. Вот это был проход мой. Туда во двор, а во дворе было здание. Здесь был лозунг с 20-х годов. Мы путь земле укажем новый, надеждой мира будет труд. Вот здесь вот был.
Ну, я делал скульптуры для комбината, а потом делал свои работы. Передо мной, когда я уезжал, еще был момент, что я могу работать, ну, по крайней мере, как бы активно, как художник, лет 30-40. А тут уже передо мной маячили какие-то вещи. Там, скажем, я сделал выставку своих друзей и себя в 1976 году в мастерской. Тут же начал приходить майор Брук с каким-то штатским и намекать, что это надо закрыть, потому что меня могут отобрать мастерскую и все. Ну, все время такое на уровне криминала. А я занимался только своими работами. Ленина какая-то очень хорошая была отливка 1942 года, и я с нее просто слепил. Я даже не знаю автора. Ну, неизвестный, но, видно, такой, что называется, хорошей руки. Существовали определенные законы. Один период там Ленин должен быть так кубистически, мягко говоря. Другой момент он должен быть чуть мягче сделан. В общем, в это надо было играть как бы вот это вот. А я не хотел. И Джакометти. Очень сложно его воспроизводить. Я перед ним преклоняюсь. Это гениальный совершенно скульптор был. Это встреча соцреализма с модернизмом. И то, и другое течение было в одно и то же время, но одно было за железным занавесем в Советском Союзе, а другое на Западе. Мне казалось, что соцреализм, особенно западные люди, они не могут понять без сопоставления с модернизмом, на котором они были воспитаны. Вот. И это получилось очень удачно. Но, с другой стороны, так как скульптура получилась, то она многослойная. То есть тут можно так трактовать, как встреча упитанного буржуазного Ленина с каким-то голодающим Поволжье или там еще что-то такое. Вот. И получилось много всяких слоев восприятия. Ну, это как во всяком, когда работа получается, слои сами собой нагнетаются. Каждый человек привносит свой миф в это и свое понимание. Наступило другое время. Этот человек оказывается больше на моей стороне, чем на стороне вот этих соцреалистических картин. Вы понимаете, в чем дело? То есть он принадлежит к тем идеям, которые я в этот период разрешал. И это для меня было большое открытие и как бы приятное, я бы сказал, открытие. Я обращаюсь как бы к тому же человеку, который был и для Герасимова зрителей. Но этот человек прожил эти вот 70 лет или там сколько вот этой советской власти, и он уже разочарован в этой советской власти, он уже не верит, конечно, Сталину, и он согласен со мной также иронизировать над этим, как и я. Я здесь работал как куратор с этим и с этими скульптурами. То есть принцип здесь, тех, кого я менее уважаю, я делал меньше, а кого более уважаю, делал больше. У меня есть чайник Малевича для этого же дела, но он просто натуральную величину. Вот там какой есть. Потом в башне Татлина есть еще. Ну, я сюда их не стал включать, потому что они как-то не подходят. А это Помпон. У него есть такой ворон у Помпона. Очень хороший скульптор, французский. Вот это Майоль Помона. Идея такая, что зритель как бы со мной участвует в этом диалоге. Как раз достижение этой выставки, вот это, то, что это получается. Не то, что это получается, потому что я задумал так, а оно получилось в результате вот того, что мы установили это вот в этом зале. И когда это произошло, вот это стало очевидным. Вот это и есть живая вот выставка. Вот
Вот мне показалось, что это вот интересно. Я очень рад этому. Идея тут для меня была как бы соединение двух мифологических фигур XX века. Я считаю, что Сталин является самой мифологической фигурой на вот этом вот пространстве, которое было Советским Союзом, 1/6 часть света. Мэрилин Монро, я думаю, самая мифологическая фигура Америки. Она сделала конструкцию успеха. Я их сделал немножко в таком в газетном плане. Там даже Зирекс такой употребил. Они же все время через газету мелькали. С другой стороны, я попытался не быть на нуле эстетическом, когда их брал. То есть не хороших, не плохих, а просто чтобы были изображения их, и через эти изображения каждый человек сам уже, входя в этот миф, трактовал эти фигуры, как он хочет. Существуют две мифических страны тоже, еще, кроме прочего. Это Америка и Советский Союз, или Россия, которые сейчас... И мы наблюдаем это все время. Для меня родина – это культура русская. Я не принадлежу к территории, и на меня не распространяются эти социальные законы, слава Богу. И я как бы не страдаю от того или сего. Ну, конечно, я как русский человек, я переживаю там за какие-то проблемы и все такое прочее. Но вообще для меня самое главное – это моя культура. У меня начальники Пушкин, Гоголь, там, Хармс. Вот у меня там вот такие начальники. Кстати, многие хотят там как бы выделиться и прославиться, но никто не понимает, что это надо что-то сделать в этой культуре, сдвинуть. И именно в рамках этой культуры. Ну, то есть это не то, что в рамках это думать над этим надо, а именно вот в это, что-то в этом сделать, в культуре. Тогда ты будешь нужен. А так ты, ну, я не знаю, никому не нужен. Я сейчас бы не написал это, просто мне это в голову не приходит. Просто у меня мозги в другом направлении работают. И художник – это не то, чтобы тот, который говорит вот одно, и есть логика его высказывания, и она будет развиваться. Через какое-то время он может совершенно скажет какую-то противоположную вещь. Важно, чтобы осталась работа, хорошая работа, которая говорит и как бы характеризует ту или иную ситуацию в искусстве, во времени и во всем. Я какой-то не зацикленный художник, и о чем я буду дальше говорить. Я так, у меня, конечно, есть масса идей, но что я буду делать, я, откровенно говоря, я точно не знаю. Ну, работать буду. Вот. В скульптуре я был новичок, мне все было интересно, я все сам придумывал. Взгляд проникает насквозь, но тем не менее рисунок остается, все прозрачно. Я даю эту идею, даю проект, а дальше обществу.